Добрый день, это новый обзор нового ноутбука от Acer, моделька E15. Вот он, E5 575-75МК. Это новая моделька от Acer, которая вышла на 7-м уже поколении процессора. Вот он, 7200. Со встроенной уже SSD-шкой на 256. 8 гигабайт оперативной памяти. Ну, стандартный 15.6, встроенное видео, HD камера и отцешный Wi-Fi с Bluetooth. Сейчас мы ее распакуем, посмотрим, чем они комплектуются. Новая у них уже зарядка идет, было бы неплохо. Так, смотрим, что у нас здесь. Сама зарядка наша. Ну, зарядку они не обновили от самой последней модели, но она из последних. Такой вот новый разъемчик уже интересный. Кабельки титания запаянный. Такая вот вилка трехпиновая. Как обычно, клавиатура на русском языке, где кнопка Power находится, куда зарядку впихивать, чтобы он заряжался. Очередная какая-то реклама, точнее где сервисы находятся. Гарантийка запечатанная. Диск Recovery DVD с макулатурой. Мы уберем это все лишнее. Посмотрим на наш интересный новый ноутбук. Ноутбук действительно новый, новая крышка, новое оформление. Очень интересно. Текстурированная крышечка сделана. Снизу они не изменили. Тут единственное перегиб более плавный уже сделали. Также сам доступ до памяти винчестера, по идее. Хотя здесь SSD-шка стоит. Сейчас мы посмотрим. Здесь у нас USB 2.0. Совместимый аудиопорт с микрофоном. Зарядка. DVD привода нет, это заглушка. Не думайте, тут ничего нету. Здесь у нас 3.0 тип C. USB очень хорошо, что уже начали делать 3.0 обычный USB, HDMI, VGA и RJ45. Спереди картридер у нас. Да, сзади у нас ничего нет. Батарея уже встроенная, не отщелкивается. Есть, скажем так, дырка на сброс на батарею, чтобы вы могли обнулить. Вот наш Full HD матрица с веб-камерой, все как положено. Тачпад приятный, клацает, хорошо оформлен. Корпус вот тут уже немножко закругленный, в предыдущих моделях не было тут скругления. Вот мы видим DDR4 в нем стоит уже, USB 3.1C. Веб-камера HD. Типа какой-то модный супер аудио. Посмотрим, там включить, посмотреть, что там. Также разберем, добавим в него памяти. Сейчас попытаемся его подключить. Посмотреть, что нам скажет BIOS. Так, подключаем. Вот у нас включился. Сейчас мы попадем в BIOS как-то. Вот Linux предустановленный стоит.
Если не ошибаюсь, тут F2 стандартная их комбинация для биоса. Так, вот мы видим наш Core i5 7200 с частотой 2,5. В турбобусте он до 3,1. Что мы тут еще видим? Видим нашу SSD-шку. Пока я не пойму, что это такое за модель. 8 гигабайт оперативной памяти. Так, что у нас в BIOS еще есть? Boot меню выключено. Recovery включено. Ну, меню, как обычно, обрезано, это понятно. Загрузка по сети разделена уже на вот IPv4, IPv6. Предыдущий, по-моему, не было этого разделения. Ну, вот, в принципе, все. Сейчас мы его разберем. Блин, очень интересно сделано вот это скругление, как на игровых ноутбуках. На Asus любят такое делать. Тут сделали плавнее его, но очень удобно. Так, отключаем нашу зарядочку. Так, сейчас мы его подмостим, эту упаковочный материал под него, чтобы не поцарапать крышечку. Крышечка, наверное, очень хорошо царапины на себя переносит. Соответственно, вам они достанутся. Сейчас мы открутим нашу крышку. Всего 3 болтика здесь. Вот они откручиваются здесь и снимается вся крышка. Возьмем медиатор такой специально для разборки. Он бывает как для телефона, так и для ноутбуков. В общем, один и тот же подходит. Плавно, аккуратно поддеваем, чтобы ничего не сломать. Все. А тут вообще бонус. SSD-шка распаяна, по идее, на мамке. А, нет, SSD-шка вот стоит, как на маке. Очень, кстати, давно можно было это реализовать и сделать. Наконец-то дошло. А сюда вы можете поставить обычный винчестер и будет просто летать. Это реально очень круто. Давайте посмотрим, что тут за память стоит. Здесь 8 гигабайт, PC4. Стоит 2400 частота ее. Ну вот, в принципе, сейчас мы ее поставим обратно, точнее вернем. Вот сейчас Kingston тоже такую уже поставим. Только тут на 4 гигабайта оператива. Попробую, чтобы тут не мешали. Нормально. Можем, кстати, вот поставить еще Seagate терабайтный. Сейчас как раз это проверим, поставим. У нас только единственное нет резиновых ножек. Попытаемся как-то вместить так ее. Хотя заработает она или нет. Да, она тут немножко не сильно, кстати, она болтается. По идее, мы сейчас вот так возьмем ее, приложим, и оно может еще и прижаться, будет нормально. Сейчас мы это проверим. Теперь мы аккуратно защелкиваем. Вот, все, они защелкнулись. Сейчас перевернем. Посмотрим, заработал наш ли винчестер и добавилась ли память. Клацаем F2. Сейчас просмотрим, что у нас ничего не стартануло. Ага, заводится. Доброе утро, ноутбук. О, вот он. Да, мы видим то, что у нас добавилась память, стало 12 с мелочью. Видим, что вот наш Seagate добавился в нулевой порт.
А в первом порту у нас SSD-шка стоит. Реально очень порадовало то, что они реализовали, что на мини-порте, не так как раньше это было. И реально можно добавить еще винчестер. Это очень радует. Да, вы можете выбрать, что загрузиться нам. По необходимости можно заменить эту SSD-шку на 512. По-моему, под систему 256 это в самый раз. Также я хотел сказать, что здесь часть корпуса под руки, вот это под клавиатуру, я не знаю, как ее назвать, она металлическая. Текстурированный черный металл. Это вот, она не прогибается, как мы это привыкли в пластике. Реально очень, очень богато это сделано в металле. Вот оно по кантику и тут видно. Пластик дальше идет. Вся эта поверхность металлическая. Вот, в принципе, весь наш обзор этого ноутбука. Надеюсь, вам было видео полезно. Если вам видео понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых обзоров, новых встреч. До свидания.